Странное дело. О том, что Седой что-то предъявлял накануне убийства политическому Штерну, знали многие. Но в своих розысках его обошли оперативники и блатные. Даже вопросов никто не задавал. Видимо, и тем, и другим он казался мелкой сошкой, недостойной внимания, лагерной вошью, которая не может оказать сопротивление сильным мира сего. В одну из бессонных ночей Аркадий Наумович рассказал все католическому священнику Олесю Войтыле, осужденному по делу карпатских националистов к 25 годам лишения свободы. Священнику повезло, его осудили, именно когда смертная казнь в Союзе была отменена. Сам ксёндз видел в этом обстоятельстве знамение Божье. По его мнению, Бог хранил своих верных слуг. Штерн рассказал ему все без утайки. Священник слушал, хмуря густые брови, потом осенил его крестным знамением и изрек: «То Бог вам посылает испытания, пан Штерн. Не зря сказано, милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Терпите, пан Штерн, вы один из знающих истину. Гонения прибудут, а вы приняли его закон и положили слово его в сердце свое. Придет час и востребовано будет. Ленинград, май 1954 год. На стене висел большой черный динамик. По радио дребезжали марши. Праздновали 9-ю годовщину Победы. По улицам ходили толпы бывших фронтовиков. В этот день Штерн старался не выходить из дому. Не дай бог, встретишь знакомого, начнутся вопросы: в каких войсках служил, на каком фронте воевал, где войну закончил. Не объяснишь же каждому, что всю войну вкалывал на победу в Экибастузском исправительном лагере. Уголек для дома рубил, чтобы броня у наших танков крепче была. Знакомый промолчит, только вот смотреть косо станет, мол, пока мы крови своей не жалели, ты, вражина, в лагере отсиживался, жизнь свою драгоценную берег. Объясни ему, что писал заявление за заявлением, на фронт просился, кровью, так сказать, вину, которой не чувствовал, искупить. И не твоя вина, что лагерное начальство на каждом заявлении отказ красным карандашом писало: Аркадий Наумович. В комнату постучали. «Войдите!» — крикнул Штерн. И в комнату вошла активистка домового комитета Клавдия Васильевна, пережившая в Ленинграде блокаду. Лично знакомая с академиком Арбели и поэтессой Ольгой Бергольц, похоронившая в дни блокады всю свою многочисленную родню и чудом выжившая сама. Сколько лет уже прошло, а лицо ее все еще хранило острые сухие следы блокадного голода, и сама Клавдия Васильевна казалась невесомой. Она была похожа на грача или скворца, прилетевшего по весне обживать скворечник и еще не оправившегося от тягот перелета. «Аркадий Наумович», — снова сказала она, по птичьи наклонив голову и глядя на соседа по коммунальной квартире с нескрываемым подозрением. «Вас вызывают». О соседе она знала мало. Знала, что он не воевал, и это было уже само по себе подозрительным. Знала, что во время войны он находился в лагере для политических. И это для нее было подозрительным вдвойне. По ее мнению, в трудное для страны время сидеть в лагере за политические убеждения мог только заклятый враг советской власти. Знала, что друзей и товарищей у Штерна почти не водилось. Это также вызывало подозрения, а приходившие к нему редкие знакомые вызывали у соседки приступы политической бдительности. Поэтому, получив сегодня от почтальона повестку, приглашающую соседа на Большой Литейный в известное учреждение, Клавдия Васильевна вновь преисполнилась привычным недоверием к нему. «Вам повестка. Надеюсь, вы догадываетесь, куда», — сказала она, — «на завтра, к 11 часам». На свободе Аркадий Штерн был около полугода. Может быть, и не вышел бы из лагеря, только не правой рукой главного врача, вредителя Виноградова. Лагутина вместе с женой арестовали, полгода шло следствие, потом умер Сталин, и всех вредителей в одночасье выпустили. Но, как в органах водится, Лагутин к прежнему месту службы уже не вернулся. Поэтому, когда срок Аркадия Наумовича Штерна истек, вредить ему было некому, и в начале декабря 1953-го он вышел на свободу с небольшим фибровым чемоданчиком, в котором легко уместились все его пожитки. В Москве Штерна не прописали, но неожиданно легко позволили обосноваться в Ленинграде, где на Васильевском острове в коммунальной квартире жила его тетя Эсфирь Николаевна Северцева.
Вдова знаменитого полярника, пережившая и мужа, убитого немецкой пулей под Синявино, и ленинградскую блокаду, и первые не менее голодные послевоенные годы. Эсфирь Наумовна племянника любила, но, к сожалению, умерла в начале 54-го, оставив Аркадию большую и просторную комнату, вещи из которой большей частью были проданы еще в блокаду. В коммунальной квартире было 3 комнаты, принадлежавшие разным хозяевам. В одной жил отставной армейский подполковник Николай Гаврилович Челюбеев, в другой Клавдия Васильевна. Некоторое время они объединенными силами принимали все мыслимые и немыслимые попытки избавиться от нежелательного наследника соседки. От повестки Штерн ничего хорошего не ждал. Выходит, вспомнили о нем в этом учреждении. Когда Аркадий освобождался из лагеря, его вызвал в оперчасть высокий чин, причем не местный, а приезжий, явно москвич. В отличие от местных тюремщиков, с делом Штерна он был знаком не понаслышке, поэтому сразу же взял, как говорится, быка за рога. «Вы у Сыскина хорошо знали?» Сразу спросил он, а Ментеева. «Урядченко. Николаева. За 15 лет Штерн эти фамилии и забывать стал, а тут на тебе». Напомнили. Он словно опять увидел изорванный стратостат и изуродованную гондолу, в иллюминаторах которой блестели толстые темные стекла. Полный Ментеев в свитере и длинной черной кожаной куртке стоял на коленях, заглядывая в гондолу, а Урядченко с Николаевым торопливо откручивали гайки заклиненной двери кабины, чтобы вынести тела погибших. «Ну?» — снова требовательно спросил чин. Был он сыт, откормлен и чисто выбрит. Пахло от него шипром и хорошим коньяком. Знал. Сказал Аркадий Штерн. Как не знать, работали когда-то вместе. «По Савяхиму, значит?» — уточнил чин. «И кто из вас на месте аварии был?» «Все 4 были», — хмуро сказал Штерн. «Все вместе подъехали. Одновременно. Вологодские власти нам тогда, если помните, 1,5 выделили для поисковых мероприятий». «Ну-ну», — кивнул чин. «Но ведь известную вам вещь с места аварии забрал кто-то один, так? И кто это был?» «Ментеев. Урядченко. Николаев. Или ее забрали вы?» «Я не забирал», — отказался Штерн. «Я в это время наружные датчики снимал. Сами знаете, как у нас бывает, наедет местное начальство, натопчут, из любопытства все захватывают, потом и смотреть нечего будет». А Урядченко с Николаевым что делали? Нетерпеливо мотнул головой чин. Люк раскручивали. Ребята в гондоле мертвые лежали, а покойника через узкую дырку не вытащишь. А Ментеев? Продолжал москвич. Да не помню я. Вспыхнул Штерн. 15 лет назад это было, гражданин-следователь. И все эти годы я не мемуары писал, уголь рубил. Значит, Ментеев. Задумчиво протянул тип. Не знаю, сказал Штерн. И не желаю знать. Темните, не отставал москвич. А с Полеем вы? Откровения были. Господи, простонал Штерн. С каким еще Полеем? С Абрамом Рувимовичем, напомнил гость из столицы. С писателем, который вас в первый день расспрашивал обо всем. Господи, и, вздохнул Штерн. Да с нами тогда разве что школьные учителя не беседовали. Разве всех упомнишь? Московский чин встал из-за стола, заложив руки за спину, обошел вокруг сидящего на стуле заключенного, стал у Штерна за спиной и сказал. Дальнейшее содержание вас под стражей признано нецелесообразным. Он сделал паузу, давая Штерну осознать произнесенное, потом наклонился к его уху и, брезгливо морщась, прошипел. Но если ты болтать не по делу будешь, мы тебя так упрячем, что ты сам себя не найдешь. Так что здоровье побереги. Какое здоровье? Печально усмехнулся Штерн. Что оставалось, шахта отняла, дозона прибрала, гражданин начальник. Вы мне одно скажите. Неужели никто после нас не летал? Пусть в военных целях, пусть тайно, но ведь летали же, не могли не летать. На что мы вам сдались? Ведь наши знания устарели чуть ли не на 2 десятилетия, и то, что вы ищите, вон же оно все, над головой. Высокий чин хотел что-то сказать, но передумал. Уголь, говоришь, рубил. Ухмыльнулся он неприятно. Вот и руби, остальное не твоего. Ума дело. Твое дело отвечать, когда спрашивают. Через неделю его освободили. К тому времени Лаврентий Павлович Берия был уже арестован, а по слухам и расстрелян. В колониях шли чистки, лагерному начальству в этой суматохе до заключенного Штерна дела не было. А обо всей этой истории
вследствие которой запретили аэронавтику и ее самых ярых последователей рассадили по лагерям, знали, видимо, только в Москве. В столице же вовсю шли аресты среди гэбистов. Взяли Абакумова, Рюмину ласты сплели. В такой обстановке о родственниках не вспомнишь, не то что о судьбе арестованных 15 лет назад воздухоплавателей. И вот, оказалось, вспомнили. Клавдия Васильевна еще шипела на кухне о некоторых, что приходят на все готовенькое и ни в грош не ставят заслуженных людей. Что военный голод пережили, против партии и правительства черных замыслов не держали и любимого всем народом вождя не хаяли. Вот выпустили преступников из тюрем, они сразу власть набрали, вождей не ценят, товарища Сталина оплевали своей вредительской слюной и вообще стараются опять всячески гадить пережившему войну народу. Аркадий Наумович посидел, задумчиво разглядывая повестку, потом встал, отломил кусок мякиша и принялся разминать его до густоты и вязкости пластилина. Достав из серванта спичечный коробок с изображением аэроплана на этикетке, Аркадий Наумович вытряхнул его содержимое на ладонь, и комната тут же осветилась нестерпимым голубым светом. Вмяв источник свечения в хлебный мякиш, Штерн спрятал шарик в ту же спичечную коробку и накрыл сверху спичками. И вовремя из кухни уже приближались шаркающие шаги, дверь без стука отворилась, и заглянувшая в комнату Клавдия Васильевна испуганно спросила: «Вы чего хулиганите, гражданин Штерн? Хотите квартиру спалить?» Аркадий Наумович спрятал спичечную коробку среди нехитрых запасов во вместительном ящике серванта, повернулся к старухе и примирительно сказал: «Да это не я, Клавдия Васильевна, это внизу Аннушка прошла. Погода сегодня влажная, провода искрят». Ленинград, апрель 1955 год. В тот субботний день Аркадий Наумович долго бродил по аллеям Центрального парка, что на Елагином острове. Было уже довольно тепло, и почки на деревьях набухли, обещая в скором времени выбросить острые стрелы листьев. Стоял редкий для Ленинграда ясный день, полный пронзительной синевы. Со взморья веяло соленой свежестью, которая заставляла Штерна кутаться в плащ. Господи! В парке было так хорошо, что совершенно не хотелось возвращаться в душную коммуналку. Говорят, что некоторые люди предчувствуют неприятности. Это порой сберегает им массу нервных клеток, а иногда и жизнь. Годы, проведенные в зоне, где человеческая жизнь порой стоит не дороже пачки чая, а иногда отнимается просто из-за неудачной игры в карты, научили Штерна ощущать приближение этих самых неприятностей шкурой. Может быть, потому он, сам того не сознавая, сегодня никуда не спешил. И только когда сумерки стали осязаемы и бурыми размытыми струйками поплыли над землей, а деревья начали сливаться в неровную зубчатую полосу, забором отделяющую землю от небес, он нехотя направился в сторону дома, время от времени останавливаясь, чтобы угадать в нарождающихся звездах знакомые созвездия. Предчувствия его не обманули. Лана, внучка покойной Клавдии Васильевны, жившая в ее комнате второй год, открыла дверь на звонок и сразу же сообщила: «А у вас гости, Аркадий Наумович». Никаких гостей Штерн не ждал. Сердце заныло. Не зря ему сегодня не хотелось идти домой. Кого там еще принесло? Опять этого энковидиста. Он даже не сразу вспомнил фамилию и звание подполковника Аврудского, курировавшего его на Литейном, а когда вспомнил, то это уже было не нужно. Из комнаты Ланы с семейным альбомом в руках вышел незнакомый Штерну, худощавый мужчина, примерно его возраста, в хорошем костюме, белоснежной сорочке и со щеточкой рыжеватых усов на жестком лице. «Ба-ба-ба», улыбаясь, сказал он и передал Лане альбом. «А вот, наконец, и наш Аркадий Наумович». «С кем имею честь?» — сухо спросил Штерн. «Ну что вы, Аркадий Наумович?» Мужчина улыбался, а серые его глаза были сухи и внимательны. «Зачем же так сразу? Давайте познакомимся. Никольский Николай Николаевич, старший научный сотрудник НИИ атмосферных явлений. Вы, Аркадий Наумович Штерн, один из прославленных аэронавтов 30-х. Сам фотографию видел там Усыскин и Мамонтов, Минтеев, Урядченко, Хабибулин, Дроздов, Новиков. Весь цвет, вся слава советской аэронавтики.